Официально в 2026 году Бравл Старс закроют. Была бы такая новость, если не лучшее обновление за 25 год. Но все ли так ужасно было в этом году? Сейчас я рассосу каждую обнову за 2025 год, но начну с конца 2024 года. Вышел первый и последний временный боец под названием Базз Лайтер. Этот боец был сделан в честь коллаборации Бравл Старса и истории игрушек. Базз Лайтер выдавался всем абсолютно бесплатно и имел сразу максимальный уровень, гаджетный рывок и гипер, который усиливал все статистики. Этот боец имел 3 режима. Первый режим — лазер. Имел дальнюю дистанцию, при попадании на определенное время поджигал противников. Ультой он выпускал несколько лазеров в радиусе. Второй режим — меч. Базз Лайтер становился убийцей, размахивая своим мечом, а ультой он взмахивал вверх к праотцам и резко спускался в определенное место. Третий режим — крылья. С этим режимом Лайтер имел среднюю дальность, стрелял 2 яичками, урон которых зависел от дальности, чем ближе, тем больше урона. А ультой он пикирует, скидывая кучу бомб. Его толком не нерфили. Так еще его можно брать всей румой, независимо от режима, так еще его можно было брать в ранговом бою. Конец 2024 года дал понять, что все будет очень плохо. В течение всего сезона проходил ивент с планетой Пиццы, появился временный магазин и валюта. И разработчики, как всегда, все напутали и скопировали ивент с губки Боба. Из-за чего некоторые игроки получили свои непотраченные крабсы в виде кусочков пиццы и сразу же скупили все акции. После абсолютно всем обнулили пиццу и выдали компенсацию в виде 400 кусочков пиццы. А также в этом магазине можно было получить нового эпического бойца Мипл, который стреляет пешкой с небольшой самонаводкой, кольты с чем шариками вернулись. Ультой Мипл покрывает зоной, и если в этой зоне будет стенка, то она станет прозрачной для снарядов Мипла и его команды. Но пройти через стенки все равно нельзя будет. Первый гаджет. Следующая атака Мипла выстреливает кубиком, который создает небольшую клетку на несколько секунд. Все, кто попал в клетку, получают урон. Второй гаджет. В зависимости от урона Мипл отталкивает и станет противников. Чем меньше здоровья у Мипла, тем больше стан и дальше отталкивает противников. И с обоими гаджетами были свои баги. Таким образом, Мипл мог воскреситься от ульты Дага с прожатым гаджетом на клетку и стрелять этой клеткой, пока не умрет. А вторым гаджетом он мог забивать автоглы, ломать вагонетку в гемах. Во! Первая пассивка. Урон от снаряда Мипла, пролетевшая сквозь стенку, увеличивается. Вторая пассивка. Зона ульты Мипла ускоряет перезарядку ему и его тиммейтам. Но где можно было получать эти кусочки пиццы? В магазине. Как бесплатно, так и за донат. В особых квестах и в соревнованиях, где надо было набирать очки, которые выдаются за урон, килл, хил и забивание гола. А основные режимы в соревнованиях были режимы 2 на 2. Разработчики спустя год после добавления 5 на 5 решили дать нам режимы 2 на 2. Из них были броубол, захват кристаллов и нокаут, в котором был баг на максимальное количество очков для соревнования. А также было еще 2 новых режима. Ну почти. Особая доставка. Это смесь погрузки и горячей зоны. В нем только одна тележка и надо ее толкать вперед. Если будет толкать противник, то тележка будет уходить назад. Короче, это типичное перетягивание каната. Аэробой. Типичный броубол на льду, но только шайба летает по всей карте и надо забить 3 гола, а не 2. Ну и со своими багами. Ну и как я не могу упомянуть скинчики в честь космического сезона. А в конце января вышло испытание, где можно было получить на халяву Мелоди. Год начался с неприятных багов. А дальше только хуже. В этом сезоне вышел мифический танк Олли, который стреляет как Джанет, ультой делает рывок вперед, копя музыкальную волну, дает себе мут, а после пару секунд волна взрывается, нанося противникам в зоне волны урон и гипнотизируя, тем самым добавив в игру новую фичу гипноз. Противники под гипнозом идут за Олли, они не могут атаковать и им нельзя управлять. Первый гаджет. Олли делает прыжок и на месте приземления гипнотизирует противника на секунду. Второй гаджет. Следующая атака Олли на секунду гипнотизирует противника. Первая пассивка. Олли ускоряется около стен. Вторая пассивка. После рывка от ульты Олли получает временный щит. Конечно же, и с Олли были баги. Например, ультой он мог избавиться от вагонетки в гемах.
В этом сезоне появилась противоположность скинам из группы Bad Rhythms, плюс были добавлены скины на Melody и Giant, а в честь нового сезона вышел музыкальный клип. Февраль славится своим днем влюбленных, и для этого праздника Supercell сделали комьюнити-ивент, где, на удивление, ничего не надо делать в катках. Надо просто заходить в новости и голосовать за персонажа, который подарит первый поцелуй для Бо. Изначально будет даваться определенный подарок, но если набрать определенное количество голосов, неважно за кого, то подарок улучшится, и вот список подарков. 3 подарка или 6 подарков, 500 монет или 1000 монет, 250 блингов или новый скин на Динамайка, 10 дропов или 20 дропов, гипердроп или 2 гипердропа. Также в игре ежедневно появлялись события удвоения дропов, лавина монет или удвоение мастерства. Ну и испытания в честь 14 февраля, где все режимы были в 2 на 2 формате. Первое обновление 2025 года. И по словам Фрэнка, глобальное обновление. Ну, из глобального только переработка рангового боя, в который добавили ранговый пропас со своим уникальным про-скином на кольта, который можно прокачивать от банального редкого скина до гиперскина с нововведениями. Первый уровень — редкий скин. Второй уровень — уникальный пин, спрей и иконка скина, мифический скин. Третий уровень — эффекты при атаке. Четвертый уровень — скин получает свою анимацию в меню. Пятый уровень — комплект пинов, легендарный скин. Шестой уровень — анимация при убийстве. Следующие уровни можно приобрести исключительно за платный пропас. Седьмой уровень — портрет выбери бойца изменится и станет анимирован. Восьмой уровень — эффект при возрождении. Девятый уровень — гиперскин. 10-11 уровни — цветовые вариации гиперскина. Пропас имеет 100 уровней, и сезон длится 4 месяца. Каждый сезон посвящен своим событиям в киберспорте. Очки пропаса можно получать за победы в ранговых боях с повышением на новый ранг и просмотр отборов и чемпионата мира. В рангах тоже появились свои изменения. Теперь с бронзы по золото будет идти обычные бои в стиле копилки, но без модификаторов. С алмаза нужно иметь несколько бойцов 9 силы, и появился этап с банами бойцов, но еще имел слепой драфт, а с мифического ранга идут бои Best of 2, и нужно иметь несколько бойцов 11 уровня. Но для более непрокачанных игроков каждый новый сезон рангового боя будут давать по 3 фуловых бойца, а также отбирается режим для ранкеда, а выбирают режимы обычные игроки. И это имело свои последствия, так как мы по итогу получили санный хоккей в соревновательном режиме. Сколько было бомбежа от подобного. Из плюсов, теперь через ранкед можно попадать на ежемесячный отбор киберспорта. Для этого нужно дойти до нового ранга, про ранг. Мастер теперь разделен на 3 подранга, как и другие ранги, но изменили фоны для разных рангов. Новый мифический боец, Финкс. Он стреляет 3 снарядами, центральный наносит 2 раза больше урона, чем боковые. Ультой он создает область, в которой снаряды его и тиммейтов ускоряются, а противников замедляются. Первый гаджет. Финкс телепортируется в то место, где был 3 секунды назад, восстанавливая боеприпасы, которые были в тот момент. Второй гаджет. При попадании центральным снарядом в противника, тот уходит в стазис, новая фича. При этом противник становится невосприимчивым к снарядам. При стазисе противники замирают во времени, так что сбить ульту Фрэнка не получится, можно просто на 2 секунды его заморозить. Первая пассивка. При попадании центральным снарядом противник перезаряжается на 25% медленнее на 3 секунды. Вторая пассивка. Урон от ускоренных снарядов Финкса в ульте увеличит действие ульты на 0,25 секунды. Шесть новых гиперов. Карл оставляет горящий камень во время ульты. Тупо комбинация первой версии первого гаджета и ульты. Мэнти также выстрелит еще 2 ультами по бокам. Хэнк. Ульта теперь жестко самонаводится. Позже ее жестко нерфанут. Мистер Пи. Пингвинята становятся быстрее и сильнее, и при этом может выйти до 2 пингвинят. Позже понерфят кипер, дав пингвинятам постепенное снижение здоровья. Беа. При попадании или достижении максимальной дальности пчелы разделяются, то делают ульту Бе шире и длиннее. Бо. Выпускает еще 5 мин, если будут лежать мины от обычной ульты, то они никуда не исчезнут. Соответственно, на карте может лежать 8 мин от Бо. Олли немного реворкнули, теперь после использования ульты он может атаковать, просто он будет терять 50% боеприпасов.
Новый режим – охота за сокровищами, где нужно нажимать на плиту и через время из нее вылазит сокровище, которое нужно собирать. Первая команда, которая собрала 10 сокровищ, побеждает. Максимально фановый режим. А тройное ШД стало постоянным режимом. Вышло испытание с бесплатной Биби. А для тех, кому важен огонек в ТикТоке, разрабы сделали огонек в Бравле. Нужно просто каждый день заходить в игру и забирать сумасшедшие 50 голды. Ну или парочку гемов и гипердроп. Если потерять серию, то можно возобновить ее за гемы, но на призы никак это не повлияет. Ну и небольшое изменение в качестве жизни игры. Теперь можно добавить в избранные бойцов. Это будет влиять и на ранкед. У меня в избранном топ-5 моих любимых бойцов. А из крупного изменения убрали лимит в использовании гаджетов. Вместо этого добавили КД. И оно зависит, насколько силен гаджет на бойце для баланса. А снаряжение на плюс 1 гаджет переделали. Теперь он на 15% быстрее перезаряжает гаджеты. Апрель начался с обещанной крупной коллабы. Встречайте. Коллаборация Brawl Stars и Uno. В честь коллабы вышел одноименный режим Uno. Чем-то смахивает на кражу подарков, только наоборот. Нужно карты со своей базы отнести на базу противников, при этом есть 4 вида карт. Обычные, дающие 2 банки всей команды до первой смерти. Мут всей команды противников и возвращение карт противников на их базу. В честь коллабы вышла ИСПА с главным призом скин на Честера. Это вся коллаба. А из самого главного, 1 апреля вышел легендарный скин на Пэм. Яичко Пэм. И за компанию Яичко Рика. Также вышел новый сезон рангового боя, в котором отборным режимом стал уборка, АК ловля медуз. Новый мифический боец Луми. Первый боец, который не имеет перезарядки, так как она кидает булавы, и как только выкинет все 2 булавы, она может снова атаковать, чтобы эти булавы вернуть к ней, нанося урон противникам, если они наткнулись на булаву. Ультой она бьет 3 раза по земле с разным диаметром, и 3-й удар контузит противников. Да, новая фича. Контузия. Во время контузии ты не можешь двигаться, но можешь стрелять. Первый гаджет поджигает землю, где лежат булавы. Второй гаджет аналогично первому, но только замораживает, и как ульта Лу противники будут скользить и получать урон. Первая пассивка. Ульта также поджигает землю. Вторая пассивка замедляет противников задетыми возвращающимися булавами. Да, и в первой обнове вышло 12 гиперов, и сейчас будет вторая шестерка гиперов. Честер. Бросает бомбу, которая распыляет газ во все стороны, и на месте приземления появляется замедляющая область. 3 ульты в одной. Лола. Бросает эго, которое имеет больше здоровья и урона. Гром. После падения ульты снаряд снова падает, но уже разделяется не плюсиком, а крестиком. Мэг. В форме мехи увеличивает дальность ульты. Вне мехи получает временный щит. Сэм. При попадании перчатками противника сразу же копит ульту. Бастер. Появляется щит на все 360 градусов. И впервые в истории Бравла вышел сезон, в который вышли скины, созданные игроками и были выбраны в Supercell Make. В этом сезоне был снова новый комьюнити-ивент Pay to Win. Play to Win. В этом ивенте надо просто побеждать, а награды безлимитные. Из наград 5 дропов, 1000 монет, 3 подарка, 1000 очков силы, мифический дроп, 2000 блингов, легендарный дроп, 500 кредитов, гипердроп, ультра ящик, 10 дропов, каждый миллиард побед. Что-то не прям супер много нам дают из событий. Но вот что дальше... События с Годзиллой возвращаются в новой обертке. Теперь вместо яиц нам предстоит открывать суши. В этом событии слишком много интересного. Так что мы здесь задержимся надолго. Для начала расскажу про нового мифического скуфа саппорта Джейон. Он имеет 2 режима. Работа и отдых. Ультой он переключается между режимами, тем самым ускоряя или хиля себя или союзников. Атака в режиме работы оставляет ускоренную дорожку, в которой он и тиммейты ускоряются, а в режиме отдыха он хилит тиммейтов. Ульта у него копится автоматически и довольно-таки быстро. Первый гаджет. На 5 секунд включает режим увеличенного урона. В области наносит урон, а основные тычки наносят повышенный урон. Второй гаджет. На 5 секунд включает замедляющий режим, замедляя противников поблизости, а основная атака оставляет замедляющую дорожку.
Первая пассивка. Джайон ускоряется на 10% от каждого союзника в его зоне. Вторая пассивка. Наносит на 20% больше урона, когда снаряд пролетает сквозь противника. Ивент нового сезона разделен на 4 части, каждая длится 1 неделю, и в каждой части ивента выходит продолжение манги, как в виде комикса в игре, так и в виде анимации на ютубе. В нем мы сможем побольше узнать об истории Кэнди и его жене, о которой поговорим позже. Суши. Новый лутбокс с новой механикой. Вы тапаете на одну сушу, и с определенной вероятностью она может разделиться на 2, потом на 4, а потом на максимальные 8 кусков. Начиная с 4 роллов можно было выбить скин события, а с 8 роллов вам гарантированно выдавали скин. С каждым открытием роллов пополнялась шкала, где можно получать различные награды, а главный приз был гиперскин на Кэнди. Да, Кэнди получил гипер, как и другие 7 бойцов, но пока что расскажу про первую 4. Кэнди присасывает противников к центру ульты, как ульта Тары. Газ. При использовании на себе щита в разные стороны разлетаются призраки, наносящие противникам урон и хилящие союзников. А если дать союзнику щит, то призраки будут завертываться, как колючки Спайка. Клэнси. Ульта возвращается обратно к Клэнси. Лили. Ее ульта может рикошетить от стен. При попадании в противника она не только телепортируется за спину, но и отправляется вместе с жертвой в царство теней. Также в игру завезли гипер на ПМ с иконкой гипера Лолы. Но купив этот гипер, он не работал. Соответственно, голда на ветер. Хотя потом этот гипер убрали и вернули компенсацию тем, кто купил. Появился модификатор, в котором можно использовать силы васаби, которые разделены на 4 редкости. Острые. Анджела. Выстреливает 3 стрелами. Спайк. Вылетает больше колючек. Шелли. Ульта на 360. Брок. Оставляет большой огненный след. Кольт. Разрушает стены основной атакой. Спраут. Снаряды отскакивают дольше и наносят урон при отскоке. Эдгар. Дальность и скорость ульты увеличены в безумное количество раз. Роза. При каждой атаке создает кусты. Пэм. При максимальном количестве здоровья дает временный щит, который получает больше здоровья. Ева. При получении урона спавнит детеныша. Чарли. При движении спавнит паука. 8 бит. Может ставить 6 станций. Бул. Заряжает ульту и гипер со временем. Газ. Каждое попадание по противнику призывает призрака. Мипл. Стреляет как Анджела 3 снарядами, которые сильнее наводятся на противников. Тара. На месте приземления ульты появляются 3 чертенка. Джин. Самонаводящаяся ульта. Лили. Дальность ульты увеличена в разы, и ульта может рикошетить от стены. Джион. Ульта копится моментально. Перл. Имеет постоянно максимальный жар. Очень острые. Лола, Нита и Пенни бросают сразу 2 своих компаньона. Ворон. Атака возвращается. Бо. Ставит бесконечное количество мин. Грей. При телепортации во все стороны летят его гаджет на трость. Эль Прима. Быстрее копит ульту и быстрее летит. Хэнк. При получении урона ультует. Белль. При попадании в противника выпускает снаряды в 5 сторон. Леон. Уходя в инвиз, создает 2 клонов, которые могут атаковать одним сюрикеном. Бас. Имеет огромную дальность ульты. Барли. Лужи лежат в 2 раза дольше. Джесси. Турелька становится огромной и чередуя выпускает по 3 снаряда сразу. Берри. При движении выпускает лужу мороженого. Оли. Имеет больше здоровья, а гипноз длится дольше. Безумно острые. Бия. При попадании выпускает пчелу со 2 гаджета. Сту. Во время рывка во все стороны вылетают его пули. Макс. Бесконечные патроны. Тик. Выпускает 3 головы. Фрэнк. Больше здоровья, быстрое движение, может ломать стены обычной атакой. Карл. Скорость движения во время ульты бешено увеличится. Пока при получении урона активирует гаджетный хил. Газ. Выпускает 3 снаряда, которые дальше отскакивают. О нет. Эш. Выпускает в 2 раза больше крыс. Пайпер. Выстреливает 2 пульками. Шейд. Ускоряется при попадании центром атаки. Мортис. Ультует, когда делает длинный рывок. Мистер Пи. После 2 отскока снаряд разделяется. Барен стреляет 3 снарядами. Мо. Ультует быстрее и может дольше сидеть в дырколе. Адские острые. Мэг. Увеличен радиус атаки. Вольт. Одной ультой прокачивается на последний уровень, так еще скорость перезарядки ускорена. Рика. Пули отскакивают дольше. Амбер. Выпускает сразу 2 пламени. Калет. Во время ульты во все стороны выпускает обычную атаку. Фэнк. Больше здоровья, ульта копится быстрее и ультует дальше. Джуджу. Гриша получает больше здоровья. Финкс. Постоянно находится своей ультой вокруг себя. Драко. Ультанув, он остается в драконе, пока его не убьют.
Кэнди. Супер-пупер быстрая перезарядка. И часть сил Васаби были взяты с мутаций. А также в файлах игры были замечены силы Васаби на Мэйси, РТ, Луми, Корделиуса и Клэнси. Силами Васаби был баг в дуэлях, что бойцы могли использовать силу Васаби прошлого бойца после смерти. Так с помощью Шелли можно было творить тотальный хаос в дуэлях. Также был добавлен новый режим, который очень сильно смахивает на Батабоню – Ярость Самурая. В нем появляются роботы-самураи и при убийстве выпадают яйца, которые надо собирать командами. Чья команда быстрее соберет яйца, та победила. 1 в 1 как Батабоня. Мега-копилка на неделю превратилась в мегапир, где всем в клуб ежедневно выдавали по 4 билета. Чем больше побед, тем больше роллов можно было получить. В течение третьей недели выдавалась цепочка подарков, а также появился новый PvE режим – Охота на Они. Это тот же бой с боссом, только вместо робота огромный гиперскин на Кэнди, но он более сложный, так как он не подпускает близко к себе бойцов, отталкивая их. Выстреливает во все стороны снарядами, а также выстреливает снарядами, которые рикошетят. Ежедневно уровень сложности сбрасывался и давался квест, где можно было получать монеты и роллы. Последняя неделя дала нам соревнования, где нужно получать больше очков, чтобы открыть больше роллов после окончания дней соревнований. Ранговый бой потерпел важные изменения. Теперь отборочного режима не будет. Будет отбираться карта одного из существующих режимов в ранговом бою. И мелодии уменьшили рост и увеличили голову. Отчего комьюнити подгорело, но позже ей вернули рост и голову. Также реворкнули ограбление, а точнее сейф. Каждые 25% сейф получает временную неуязвимость. Вот такой насыщенный сезон выдался. Но дальше только интереснее. Снова монстры. Разработчикам было мало денег, и они решили выпустить более редкую редкость – ультралегендарная. По словам Supercell, все ультралегендарные бойцы будут иметь самую универсальную механику и входить будут раз в год. К слову, на ультралегу нужно более 5к кредитов. Итак, первый ультралегендарный боец по совместительству жена Кэнди – Кадзе. Она имеет две формы, и чтобы переключаться надо прожимать гаджет. Соответственно, она имеет гаджет с 1 уровня, а с 7 можно купить бонусы к переходу. Кадзе начинает бои в режиме гейши. Атака гейши — это атака Мортиса с небольшим отличием. Она делает рывок и наносит урон по кругу, а если попадет в специальную зону в круге, то нанесет двойной урон. И эта зона будет передвигаться по часовой стрелке после каждого попадания этой зоны. Ульта гейши очень схожа на ульту Сэнди, только инвертирована. Все враги в зоне ульты уменьшают уровень обзора и не видят происходящего за зоной. Также бонусом края зоны наносит урон. Режим ниндзя. Ниндзя атакуют двумя ножами, урон которых зависит от дальности. Чем ближе враг, тем больше урона. Ультой ниндзя быстро пробегает вперед, помечая попавших на пути врагов меткой, которая взрывается через время, нанося урон. Первый гаджет. При переходе в ниндзю получают ускорение, при переходе в гейшу восстанавливает 30% здоровья. Второй гаджет. При переходе в ниндзю получает невидимость, при переходе в гейшу делает рывок вперед. Первая пассивка. Гейша. При попадании двойным уроном враг замедляется. Ниндзя. Помеченный ультой враг наносит урон по области другим врагам. Вторая пассивка. Гейша. Отнимает один патрон, упавший ультой на врагов. Ниндзя. Увеличит продолжительность действия гаджетов на 50%. Также вышли оставшиеся 4 гипера с этой обновы. Кадзе. Гейша. Центр ульты также наносит урон. Ниндзя. Враги моментально получают урон от метки, если здоровье ниже или равна урону метки. Амбер. Разливает огромный радиус масла, который горит 3 секунды. Виллу. Во время контроля получает неуязвимый щит. Гриф. При возвращении деньги раздваиваются, и новые банкноты возвращаются с задержкой, нанося урон. Также можно ультовать сквозь стенки. Разработчики поняли, что у игры токсичный комьюнити, и решили у Доты отобрать игроков, и специально для них сделали режим арена. В этом режиме есть все. Мид, правые и левые фланги, здания, крипы, но нет закупки. Зато можно фармиться на крипах и прокачивать уровень максимальный 15. Разрушив крайнюю турель, можно будет разрушить ГЗ. И все это безобразие длится максимум 8 минут. Зато дают в 2 раза больше трофеев.
Из бонусов имеется мини-чат с 3 пинами, чтобы тиммейты понимали, куда идти. В июне разработчики что-то веселящее снюхали и решили устроить новый комьюнити-ивент в честь удаления мастерства. Вот это поворот. Для продвижения по шкале нужно набирать мастерство, которое будет расти и расти аж до плюс 2000% мастерства. Ну и про доп награды не забываем. 100% мастерства, 10 дропов, 200% мастерства, пин, 300% мастерства, омега ящик, 400% мастерства, иконка, 500% мастерства, легендарный дроп, спрей, 1000% мастерства, титул помянем, гипердроп, 2000% мастерства. Ну а на что они заменят мастерство, вы и так уже знаете. Название сезона не просто так про смерть. Ведь разработчики убили главный способ получения и хранения ресурсов – мастерство. Они заменили его на рекорды, которые предлагали игрокам получать рандомные дропы за выполнение сложных заданий, а также очки видеозаписей, чтобы прокачивать уровень видеозаписей и получать рамку для боевой карточки. Бля. Куда-то мы свернули не туда. Всю косметику и титул с мастерства перекинули в рекорды, а ресурсы распределили на трофейную дорогу, которую переделали и увеличили до 100 тысяч. Теперь трофейная дорога — это не просто линия на голубом фоне, это целый парк стар, в котором можно путешествовать. Но добавили только 2 локации. В каждой локации находится по 3 окружения каждого трио. Первая локация — городская площадь, которая состоит из инфоцентра, Арти и Ларри и Лори, магазин сувениров, Калет, Эдгар и Гриф, и старый город, Барли, Пайпер, Байрон. Вторая локация — Ретрополис, который состоит из кофейни Була, Бул, Ворон, Биби, свалка джанкеров, Джесси, Пэм, Нани и Экстрим Шоу, Сту, Джан, Бонни. Редкие и сверхредкие бойцы стали доступны на трофейных дорогах. Не смогли смириться с поражением? И куда это вас привело, Суперселл? Снова в старую систему. Добавили мифическую убийцу, опять, Али, которая закрывает трио болота любви. Али — это Мортис, который умеет двигаться по воде. Атака Али — это рывки, длина атаки зависит от скорости Али, чем быстрее, тем дальше атакует. В кустах и в воде атака Али становится как у Мика, то есть прыжок. Если на карте у противника остается меньше 50% здоровья, то Али впадает в ярость и появляются следы, ведущие к полусдохшему противнику, даже если он в кустах и его не видно. Ультой Али становится невидимой, и первая атака наносит повышенный урон. При атаке Али остается невидимой, но периодически она на секунду становится видимой. Первый гаджет. Али следующая атака восстанавливает здоровье от нанесенного урона. Второй гаджет на 4 секунды впадает в ярость и может увидеть местонахождение противников, даже если у них больше 50% здоровья. Первая пассивка. Во время ярости Али начинает раньше исцеляться. Вторая пассивка. Во время ярости Али быстрее перезаряжается. 5 новых гиперов. Драка. Дальность атаки дракона увеличена. Бонни. При вылете и падении выпускает вокруг себя снаряды. Также при приземлении станет противника. Шейд. Основная атака наносит критический урон вне зависимости от центра атаки. Луми. Выпускает ульту в виде пейса, то есть третий удар наносит также и по бокам и контузит противников. Даг. Сосиска над союзником позволяет союзника дополнительно атаковать вместе с Дагом, как ульта RT. Но Даг помимо гипера получил 3 реворка. Теперь Даг копит ульту от исцеления как Берри, сосиска жестко наводится на союзников, а первая пассивка восстанавливает Дагу все здоровье после воскрешения союзника от сосиски. Вместе с Дагом реворк получил и Бул. Теперь он может менять дальность ультой. Закончив ультовать, Бул замедляет ближайших противников, а гаджет на остановку ульты переделали в стан. И помимо замедления, Бул будет станить противников. Новый режим вышибалы. В нем вы не сможете атаку убить противника. Все, что вы сможете,
Это застанет противника, а убить сможете мечом, но в этом режиме было немало багов. Микроивент, который стал для меня кошмаром. Ведь в нем делали киллы за Мортиса или надо было убивать Мортисов. И было две шкалы, которые заполнялись в зависимости от того, кого перебьет. И из наград обоих шкал были 5 дропов и 5 дропов, пин и 2 зомбоящика, легендарный дроп и гиперзаряд на Мортиса, иконка жопы Мортиса и иконка с лицом Мортиса. И последняя награда — это цикл на старый баг, в котором Мортис мог проходить сквозь стены. И в честь этого ивента всем выдавали Мортиса бесплатно. Да что у меня такое? Но не только этим ивентом был знаменит этот сезон. Они вернули ивент с ангелами и демонами, но разделили их на два небольших ивента с изменениями. В этом сезоне был ивент с ангелами, и теперь все способности ангелов доступны, но открыв определенное количество ангельских дропов, можно открыть ячейку способностей до 3, и тем самым использовать до 3 ангельских способностей и получать сингулярности, когда одна способность сочетается с другой, тем самым превращая все в хаос. Ангельская ловкость. Супер заряжается со временем, также имеет способность для сочетания. Питомцы атакуют быстрее. Спасательная благодать. Супер заряжается при лечении. Также ангельские снаряды лечат союзников. Небесная кара. При использовании основной атаки ты выпускаешь ангельские снаряды. Священный путь. После использования супера твоя скорость увеличивается. Также ангельские области призывают питомцев ангелов. Небесная защита. При нанесении урона ты получаешь временный щит. Также запас здоровья всех питомцев увеличивается. Глубокая вера. При передвижении ты оставляешь за собой ангельскую область, которая наносит урон. Священный свет. При использовании супера появляется ангельская область, которая наносит урон. Благодатные снаряды. Ты перезаряжаешься быстрее. Также ангельская область создает ангельские снаряды. А еще вернули гиперзарядный хаос. Новый сезон в пропасе. Теперь там скин на Динамайка. А у ульты Драка появился индикатор, показывающий, как будет долго сидеть на драконе. Это все в этом сезоне. Август начался с 3 испытаний подряд в честь Дня кошек. Главные призы испытаний были редкие скины на кита, которые вышли в итоге 6. И все они просто прекрасны. В этом сезоне вышло много рыцарских скинов, и вышел переделанный режим кража трофеев, где при подборе трофеев вы могли стрелять, но если персонажи имели рывки, полеты и прочее, то трофей сбрасывался. Также очко будет засчитываться, если ваш трофей или вражеский будет лежать на вашей вражеской базе. Если трофей обоих команд не будет на своих базах, но кто-то отнесет трофей, то очко не засчитается. Также вернули режим Уна, который переделали в жетоновый бой, смысл которого вообще не поменялся, просто исправили парочку недочетов. 4 новых гипера. Кит. Запрыгивая на противника, Кит сможет двигаться и атаковать, пока противник будет в стане. Запрыгивая на союзника, дальность атаки увеличится, а исцеление становится больше. РТ. При разделении вокруг головы и ног появляются метки, которые вращаются вокруг, нанося урон и ставя на противников метки. Чак. Может ехать независимо от дальности меток, и во время езды выпускает пары из колес, которые наносят мизерный урон. Мо. Дальность ульты увеличена, может дольше сидеть в драколе, и дальность дракола увеличена. Сезон начался с комьюнити-ивента в квест на квест, в котором все игроки должны выполнять квесты, чтобы пополнять шкалу, которая каждый день обновлялась. Когда шкала заполнялась, то на следующий день игроки получали один из 20 призов, который выдавался рандомно. Разработчики бросали 20-гранный кубик, и какая цифра выпала, такой приз все получали. В этом сезоне повторился уже демонический ивент, с теми же правилами, что и ангельский. Бесконечный кошмар. Ты получаешь невидимость, когда побеждаешь противника. Также демонические снаряды возвращаются к тебе бумерангом. Проклятое воспоминание. Призывает питомца демона, когда союзника побеждает. Также демонические снаряды оставляют после себя демоническую область. Дьявольская злоба. При получении урона ты заряжаешь ульту. Также при поражении твои питомцы демоны оставляют область, наносящую урон. Коса жнеца. При использовании основной атаки ты стреляешь демоническими снарядами. Демоническая ярость. При использовании ульты ты также стреляешь демоническими снарядами. Нечестивая орда. Ульта копится быстрее, также запас здоровья питомцев увеличивается. Высвобождение зла. При победе над вражеским бойцом возникает демоническая область, которая наносит урон. Демоническое пламя. При победе над вражеским бойцом появляется питомец-демон. Также демонические области загораются. И с одной из способностей случился баг, а именно нечестивая орда.
Вместо того, чтобы игрок с этой способностью копил ульту быстрее, ее копили быстрее противники, наносящие этому игроку урон. И вместо того, чтобы пофиксить баг, разработчики просто убрали эту способность до конца ивента. А демонические снаряды творили сущий хаос. Ведь они могли пролетать сквозь стены. И при автоатаке вообще могли улетать дальше дальности персонажа, что делало этот ивент сущим адом. Новый эпический танк, который был последний, в донатном раннем доступе. Транк. Атака он вращается, нанося урон, а края атаки наносили критический урон. При этом он оставлял лужу с муравьями, и наступив на нее, он ускоряется и увеличит урон. Ультанув, он становится дрелью, которая рикошетит от стен и оставляет лужу с муравьями, при этом нанося огромный урон противникам. Первый гаджет оставляет огромную лужу с муравьями. Второй гаджет активирует щит, который восстанавливает столько же здоровья, сколько нанесет противник по этому щиту. Первая пассивка ослабевает атаку противника, когда он находится на муравьях. Вторая пассивка лужа с муравьями показывает противника в кустах, когда тот наступает на муравьев. И на этом заканчивается этот сезон. И начнется самая забагованная коллаба в истории. Даже хуже, чем ивент ангелов против демонов в 2024 году. 22 августа случился глобальный слив обновления. В нем китайцы показали 2 бойцов и новую коллаборацию с Subway, на что разработчики высказались и сказали, что Brawl Talk отменяется. Нет. Впервые из-за слива официальные ютуберы рассказали про обнову до выхода Brawl Talk. Сезон в честь коллаборации с популярной и старой одноименной мобильной игрой, в которую каждый взрослый человек рубился в своем стареньком разбитом Самсунге. И как с битвой за царство Катаны, этот ивент был разделен на 4 части по одной неделе. Появился новый режим «Забег Subway». Первая гонка в Brawl Stars, где 10 игроков бегут до контрольной точки. Пройдя точку, игрок ускорялся. Также убив противника, можно было ускориться. После смерти игрок возвращался на последней контрольной точке. По карте ездили поезда, как вагонетки без тормозов. Также по карте бегает охранник, который толкал игроков и наносил урон. Но на этом охраннике можно было копить ульту, а если наносить достаточно много урона, то его можно было убить. Появилась почти бесконечная дорога с наградами. Для получения наград нужно собирать рельсы, о которых поговорим чуть позже. На этой дорожке были новые ящики бумбоксы, в которых выпадали новые скины ивента и их коллаборации, а также новые временные способности, которые можно было прокачивать, как было с ивентом Губка Боба. Новые способности не работали пассивно. В боях появлялась кнопка с этими способностями, ими можно было целиться. Супер кроссовки. Первый уровень позволяет перепрыгивать препятствия. Второй временно ускоряет бойца. Третий дает временный щит. Магнит для бойцов. Притягивает бойцов, ускоряет полет магнита, ускоряет перезарядку способности. Зарядка для доски. Позволяет проходить сквозь препятствия врагов, нанося урон. Ускоряет полет доски. В конце пути оглушает врагов. Шлагбаум ловушка. Создает маленькую клетку. Ловушка действует дольше. Перезарядка способности ускорена. Ранец. Боец взлетает и сбрасывает бомбочки с краской, наносящей урон. Скидывает больше бомбочек. Оставляет след из краски, замедляющий врагов. Скоростные пути. Выпускает снаряд из поезда, наносящий урон врагам и оставляющий железнодорожные пути, ускоряющий команду. Снаряд летит быстрее. Способность перезаряжается быстрее. Стереосистема. Выпускает музыкальную волну, которая отбрасывает врагов. На месте приземления лечит союзников и оставляет исцеляющую ауру. Размер ауры увеличен. Кузнечик. Притягивает игрока к противнику или препятствию. Снаряд летит быстрее. Ускоренная перезарядка. И все это несло с собой куча багов. Параллельно с Brawl Stars в Subway была тоже коллаба, и впервые в истории Subway появился онлайн режим, где игроки соревнуются, кто быстрее добежит до финиша. Начался клубный ивент Мегапоиск, где игрокам надо собирать рельсы для продвижения во время ивента. Во время ивента можно гарантированно получить редкий скин на Леона, внутрь модели, которую засунули PNG-шную картинку. Позор. Ну зато за весь ивент с коллабой можно было получить гарантированный эпический скин на Олли. В течение второй недели вышли 4 кипера. Олли.
Теперь он перепрыгивает препятствия, а не делает рывок. Радиус зарядки музыки увеличен, и также он не теряет боеприпасы после ульты. Но позже вместо прыжка ему вернули рывок. Байрон. Бросает микстуру, и на месте падения разлетаются во все стороны его снаряды, которые травят врагов и лечат союзников. Финкс. Его гипер скопирован с его силы васаби, а именно во время гипера, выкинув ульту, вокруг Финкса появляется временная воронка. Джейон. Ускоряется накопление ульты, и с каждым применением ускорение и исцеление становится все больше и больше. Вышел новый ранний доступ, новый мифический боец Мина. Ее атака состоит из комбо-атак. После первой атаки у вас есть пару секунд совершить комбо-атаку. Всего таких комбо-атак только 3. Первая атака дальний и наносит не так много урона. Вторая атака средняя и наносит больше урона. Третья атака маленькая, но широкая, также она сплэшовая и наносит много урона. Ультой Мина создает ураган, подкидывающий врагов и нанося им урон. Первый гаджет создает силовое поле, блокирующее снаряды, кроме метателей. Второй гаджет: при попадании ультой в противника моментально накапливается вторая ульта. Первая пассивка. Третья атака исцеляет 50% от нанесенного урона. Вторая пассивка. Ульта контузит противников. А теперь про новый ранний доступ. В честь раннего доступа появились новые боксы бойцов, в которых можно выбить как ресурсы, так и скины, косметику и нового бойца. Открыв 14 ящиков, можно получить гарантированно нового мифического бойца. Но для открытия ящика нужно играть в режим, схожий на мегакопилку, но в этом режиме доступен новый боец на максимальном уровне. Сделав 2 победы, вы получаете 1 ящик. Итого нужно сделать 28 побед. Каждый день в течение 10 дней выдается по 3 билета. Итого можно сыграть 30 боев. И получается, можно только 2 раза проиграть. А играя с рандомами, можно вообще забыть про нового бойца, пока он не выйдет за кредиты. Но можно потренироваться за нового бойца в зеркальном шуде, где каждый будет играть с этим бойцом на 9 силе с первой пассивкой и первым гаджетом. Про донатеров не забыли, так как они могут покупать гемы и за гемы открывать ящики бойцов, которые засчитывались для гарантированного получения бойца. Но что я получу, если выбью бойца, не открыв 14 ящиков? Мифический скин этого бойца, который имеет еще 2 перекраса. Но если и все скины выбьете, то получите 2000 блингов гарантированно. Обычные соревнования, ничего интересного. Из грустного, Supercell снова переделали ранги, теперь больше нет 50 рангов, есть только бронза от 1 до 9, серебро от 1 до 9 и так далее. Плюсом они добавили новые ранги, которые просто визуально меняют иконку ранга на 1250, 1500 и 2000 кубках. Временно появился режим с модификатором, схожий на пасхальные яйца в ШД, где на карте появлялась голда и можно получать немного больше голды, но, к сожалению, был лимит в день. А также появились новые локации в трофейной дороге. Третья локация — Приграничье. В него входила Ранчо, Шелли Кольт и Спайк, Шахта, Динамайк Карл Джеки, Банда Золотой Руки, Белль Сэм Перл. Четвертая локация — Проклятая Гавань. В него входили Морг Мортиса, Мортис Фрэнк Эмс, Болото Любви, Анджела Виллу Али, Станция Призраков, Газ Чак Шейд. Новая временная валюта — конфеты, которые можно потратить на прокачку сладкого бокса, точнее трофейного, или взять сразу же гадкий бокс, точнее тыквенного, в котором можно получать хэллоуинские скины, так еще обосраться от скримеров. Где получать конфеты? Можно получать за ежедневные победы, или проходить новых боссов, которых было 6 штук. И все они по-своему прикольные и сложные. А также появилась кнопка конфетной лихорадки, которую можно прожимать раз в день. И в течение 10 минут удваивались конфеты, а также они появлялись в обычных режимах. Новые боссы. Чумной доктор Ворон. В бою было сразу 3 босса, которые стреляли своими отравляющими кинжалами и бросали лампы, из которых вылетали все те же кинжалы. Призрачный дайвер Рика. Очень много пулек, которые рикошетят от стен. Пули бывали разных размеров, от небольших до огромных. Гаргулья РТ. Голова и ноги разделены. Голова стреляет снарядами и может оставить метку. Голова двигается за игроками. Ноги стоят на месте и выпускают вокруг себя снаряды, а также они призывают компаньонов в лице Ларри и Лори. Тик без головы. Спамит своими бомбочками и бесконечными головами. Карета Спайк. Раскидывают своими снарядами, которые разлетаются на мелкие снаряды. Также выпускают мини-ульты и турельки, которые стреляют колючками. Кинцу Кэнди.
То же самое, что и Иони Кэнди, только с небольшим отличием. Он теперь может призывать небольшую версию себя, которая будет кошмарить игроков. 4 новых гипера. Джуджу. Выпускает большого Гришу, который быстрее передвигается и имеет больше здоровья и урона. Мипл. В зоне действия ульты можно передвигаться сквозь стены и по воде. Ларри и Лори. Ларри выпускает Лори и его прототипы, которые имеют больше здоровья и урона. Гаджеты действуют только на основного Лори. Транк. Задетые враги ультой получают дополнительный огромный урон от муравьев. И осталось только 3 бойцов без гипера. Пэм, Али и Мина. Хотя не. Новый мифический боец тоже вышел без гипера. Зиги. Настоящий иллюзионист, который выпускает на место прицеливания молнию, наносящую урон. Ультой он создает шаровую молнию с огромным радиусом, который медленно движется вперед, нанося урон противникам. Первый гаджет. Выпускает до 5 основных атак, не тратя боеприпасы. Второй гаджет. Следующая атака Зиги может телепортироваться на место атаки. Первая пассивка. Враги в зоне действия ульты замедляются. Вторая пассивка. Попав атакой по противнику, следующая атака наносит дополнительный урон, пока Зиги не промахнется. Но это еще не все. Новый комьюнити-ивент, в котором нужно выбирать одну из 20 дверей, в которых спрятаны награды от банальных очков силы до перекраса гиперскина на Кэнди и бесплатной Луми. А из приятного можно найти дверь, за которой спрятано удаление Мортиса из игры на 2 дня. Это были бы райские 2 дня. Хотя... Да, я фанат этого сериала, и когда узнал, что будет коллаба моей любимой игры с моим любимым сериалом, я был тотально в шоке. И чем же нас могли обрадовать разработчики? Вышел новый режим «Столкновение в изнанке», в котором действует модификатор колоды карт. Это усилитель ваших персонажей. В этом ШД имеется 5 этапов, и в каждом этапе вам дается до 3 карт на выбор. С каждым этапом у вас будет больше карт с усилением, и соответственно можно их комбинировать. Начав забег на одном бойце, вы не могли сменить бойца, пока не пройдете все 5 этапов или не проиграете. Чтобы пройти на следующий этап, нужно занять как минимум топ-4. За победу вы будете получать вафли. Это новая валюта, за которую вы покупаете паки с карточками. И в этих паках могут находиться также скины с очень странными делами. Перечислять все усиления я не буду, так как в основном это прибавка хп, урона, скорости, набивания ульты и прочее. Но также есть и индивидуальные способности для определенных бойцов, но не у всех они есть. Я хоть и ненавижу соло режимы, но вот этот режим я с большим кайфом играл, и разработчики смогли меня заставить впервые задонатить в игру и купить БП+. Также появились 2 новых босса. Это Темный рыцарь Фрэнк, который бегает и глушит игроков и призывает демонов-морцев, а второй Векна. И признаюсь, у которого с собой был Демогоргон, было очень интересно и сложно, так как он притянет и телепортируется и скидывает скалы, а Демогоргон просто набрасывается на игроков. То самое чувство, когда битва с Векной в Бравле была эпичнее и дольше, чем финальная битва в сериале. Также добавили 2 старых режима в новой обертке. Гемы в трио и зачистка в трио. В них участвуют 4 команды по 3 игрока, итого 12 игроков в бою участвуют. И это было очень весело. Гиперзаряды перебалансили, теперь все гиперы усиливают статистику, урон, щит, скорость. Одинаково для всех бойцов. Ну и добавили 4 последних гипера. Пэм. Когда ставит станцию, станция активирует первый гаджет на хил, а также, как и сила васаби, дает временный щит. Али. При нанесении урона исцеляет 20% здоровья от урона. Мина. Выпускает 3 торнадо, которые рикошетят от стен и подкидывают противников ближе к мине. Зиги. Вихри возвращаются к Зиги, когда доходят до конца карты или до максимальной дистанции. Но нам обещали, что новые бойцы будут выходить с гиперами, и нас обманули. Так как мифическая Джиджи вышла без гипера. Джиджи. Это балерина с супер маленькой дистанцией атаки, даже меньше, чем у Эдгара. Во время атаки она раскручивается и ускоряет движение, также урон в секунду тоже ускоряется. Ультой она замирает на месте, помечая место, куда прицелились ультой, и телепортируется на это место. И в течение 3 секунд может вернуться на место телепортации, нанеся урон. Но как ей набить ульту? С помощью мансов. У нее имеется радиус накопления ульты, и все снаряды противников, попавшие в этот радиус, копят ей ульту. Первый гаджет. Область зарядки ульты увеличивается. Второй гаджет. Ставит палатку, в которой она и тиммейты становятся невидимы. Область палатки слишком маленькая. Первая пассивка. Если Джиджи не получает урон, то она копит ульту на 30% быстрее. Вторая пассивка. При первой телепортации исцеляет здоровье. Новый сезон пропаса, в котором был скин на Леона. И это все?
Ну, почти. Supercell наконец решили улучшить качество жизни в игре и изменили ежедневные награды за победы. Теперь вместо 3 дропов за 8 побед мы получим 6 наград за 6 побед. И да, теперь мы можем получать не только дропы, а также ангельские и демонические дропы, ящики, роллы, меха-ящики. Что? И в течение сезона с очень странными делами вафли. Могут выпадать счастливые дни, когда выдавались имбовые лутбоксы. Также добавили мега-квесты, в которых получали не только много опыта БП, но и дополнительный лут, такие как дропы, вафли в сезоне ОСД, тыквенные ящики, хэллоуинский сезон и прочее. Также есть омега-квесты. Это те же мега-квесты, только наград в 2 раза больше. Теперь Brawl Pass проходить стало проще. Ну и вдохновившись коллабы с Subway, разработчики добавили в разные режимы, даже в ШД, поезда. А также добавили еще одну локацию в трофейную дорогу. 5-я локация — Земли приключений, в которой входили джунгли, Нита Болеон, пиратский корабль, Дэрил Пенни Тик и биокупол, Роза Биэл Спраут. Так что такое меха-ящики? Это новый лутбокс, из которого могут выпадать меха-скины. Я того все вообще маму. Я не знаю, что можно сказать насчет этого сезона, так как весь контент был именно в прошлом сезоне. Все, что могу сказать, нас очень сильно заинтриговали следующей обновой. Последнее обновление этого года, которое принесло новизну для механики бойцов. Но перед этим скажу, что разрабы добавили гипер на Джиджи, где она при первом телепорте наносит урон. Про новую легендарку расскажу через год, так как официально за кредит он вышел в январе, а в декабре был ранний доступ. Перед главным изменением скажу, что Supercell немного изменили аэробой и броубол. Теперь после окончания времени игра не закончится, пока мяч не остановится. Также был добавлен новый дроп, хаос дроп, который меняет редкость и самая максимальная ультра. Так еще эти дропы могут разделиться как роллы до 8 штук. При этом редкость всех дропов будет общей. Самый максимум, который можно получить, это 8 ультра дропов. Баффи! Новое усиление гаджетов, пассивок и гиперов для бойцов. Баффи получились классными, мне они нравятся, но они вышли слишком рано. Итак, Баффи получили 6 бойцов. Шелли, Кольт, Спайк, Мортис, Фрэнк и Эмс. И этим бойцам добавили прицеливание гаджетов. Баффи можно получить за 2000 очков силы и 1000 монет в кран-машине. При этом вам будет выпадать рандомный Баффи. Ну или испытать удачу выбить Баффи из ультра-дропа. При получении всех Баффи вы можете за 10 тысяч блингов купить блинговые Баффи, которые являются обычным скином. Если гипер улучшает ульту бойцам, то гипер Баффи улучшает основную атаку бойцу во время гипера. Баффи Шелли. Первый гаджет. Во время рывка Шелли получает щит, блокирующий урон. АК гаджет Макс. Второй гаджет. Замедляет противников при попадании. Первая пассивка. Поджигает землю на максимальной дистанции ульты. Вторая пассивка. Шелли получает также прибавку к скорости. Гиперзаряд. Пули летят быстрее. Баффи Кольта. Первый гаджет переработали. Теперь Кольт стреляет 2 пулями, которые замедляют противников, а с Баффи воруют боеприпасы. Второй гаджет выстреливает еще больше пули, наносящие больше урона. Первая пассивка. При попадании противников ускоряется. Вторая пассивка. На дальней дистанции урон увеличивается. Гиперзаряд. Пули летят более кучнее и быстрее. Баффи Спайка. Первый гаджет был переработан. Теперь Спайк стреляет колючками в определенную сторону, а с Баффи контузит противника, попав 3 колючками. Второй гаджет был тоже переработан. Теперь кактус можно бросать. С Баффи кактус взрывается, отталкивая и нанося урон ближайшим противникам. Первая пассивка тоже переработана. Теперь Спайк хилится, когда противник получает урон от ульты. С Баффи скорость ульты увеличивается. Вторая пассивка. Колючки еще сильнее закручиваются. Гиперзаряд. Основная атака дважды взрывается и наносит больше урона. Баффи Мортиса. Первый гаджет был переработан. Теперь Мортис может бить перед собой, а не около себя. Также может наносить им урон через стенки. А с Баффи наносит больше урона, если у противника меньше половины здоровья. Второй гаджет был тоже переработан. Теперь Мортис превращается в летучую мышь, игнорируя все препятствия и снаряды, а с Баффи, пролетев через противников, наносит им урон и лечит себя. Первая пассивка получает щит во время длинного рывка. Вторая пассивка увеличит максимальное здоровье после каждого убийства, но умерев, все накопленное теряется. Гиперзаряд. После атаки через время пролетает летучая мышь с места атаки и наносит урон попавшим на нее врагов. Баффи Эмс. Первый гаджет тоже переработали, теперь она отталкивает в определенную сторону, а с Баффи станет противника, которого врезали в стенку, АК пассивка Гейла. Второй гаджет замедляет противников, попавшими под атаку. Первая пассивка. Временно уменьшает урон противникам, которые попали под атаку.
Вторая пассивка получает неуязвимость на секунду после использования ульты. Гиперзаряд. Основная атака также отравляет врагов. Баффи Фрэнка. Первый гаджет переработали, теперь Фрэнк стреляет звуковой волной и активирует иммунитет. С баффи звуковая волна уничтожает снаряды противников. Второй гаджет тоже переработали, теперь дальность больше, а радиус меньше, но все так же притягивает врагов, а с баффи сильно замедляет их. Первая пассивка. После килла также восстанавливает немного здоровья. Вторая пассивка. Фрэнк получает меньше урона, когда здоровья больше половины. Гиперзаряд. Фрэнк атакует так же быстро, как при малом количестве здоровья. К сожалению, первые гаджеты и пины Фрэнка были убиты самими разработчиками, так как они убрали легендарную музыку во время кидания пина и прожимания гаджета. Из-за баффи эпические и мифические снаряжения постепенно убирают из игры, и бойцы, получившие баффи, теряют эти снаряжения, но при этом получают бафы в размере этих гирсов, но не все. Конечно же, за удаление купленных гирсов мы получим компенсацию. Ну и в честь раннего доступа перса вышел мини-ивент, где мы должны допрашивать бойцов, чтобы выяснить, кто нассал в бассейн. Дожили. А ведь пирс тесно связан с мочой. Надеюсь, ему не дадут белый скин, как это было со Сквиком. Да идите вы на... Новые бойцы, новые режимы, модификаторы и новые БП мы обсудим уже в итогах 2026 года. Так какой же можно сделать вывод, исходя от вышесказанного? А то, что разработчики стали рабами собственного успеха. Они стали жертвами самоповтора, повторения ивента ангелов и демонов тому подтверждение. Но при этом они придумают новые комьюнити-ивенты, чтобы игроки не расслаблялись. И с одним из них мы поговорим через год. Начало 2025 года было реально полна событий и новыми уникальными бойцами. Но летнее обновление тотально уничтожило все со своими рекордами, а коллаборация с Subway со своими багами еще больше похоронила игру. Но всю ситуацию изменила коллаба с OSD, где добавили больше обилок для качества жизни, чтобы улутать больше наград. Так сейчас в самом конце добавили новый имбовый дроп, в котором можно выбить любой скин и даже ультралегу, который не падает с легендарного дропа. Что можно ожидать от 2026 года? Пока неизвестно. Но если вспомнить дорожную карту, то по большей части ничего не было исполнено. Все бойцы получили гиперы в предпоследней обнове года, а не летом. Изменения мапмейкера мы не получили. Да и они нормально не смогли разобраться с переизбытком очков силы, просто добавив крайнюю машину с рандомным баффи. Единственное изменение ранкеда, который поначалу был локалом, а стало нормальным. И то, теперь ранкед не откроет двери в киберспорт. И добавили новых PvE боссов, против которых реально интересно играть. Думаю, что в 2026 году нас будет ожидать новый мапмейкер, в котором можно будет самим создавать новые режимы, которые впоследствии могут быть в глобале или на постоянной основе. Развитие лора, особенно добавив сотого бойца, который будет антагонистом. Вообще огонь. И конечно же имбовые баффи, ломающие игру. 2026 год для Бравла будет самым имбовым. Вот увидите, я это чувствую. Думаю, что первая или вторая обнова изменит всю игру кардинально. Всем спасибо за просмотр. Пока. Look me in my hunter eyes, I want you to